Приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео я буду делать еще один красивый выкладной френч, но с помощью каттера. Если вам интересно, что это и как я его буду использовать, смотрите видео. А с вами я, Миронова Виктория. Но прежде чем приступить к работе, я вам покажу свой новый инструмент. Это накожницы от торговой марки Starex. Длина лезвия у них 9 мм. Они отличаются от других моих инструментов тем, что у них согнутые ручки. Когда я их купила, мне было, так сказать, немного непривычно из-за того, что ручки неровные, но когда я попользовалась этим инструментом уже целый месяц, я могу вам сказать, что это отличный инструмент для работы. Также мне нравится длина самих ручек за счет того, что они отлично ложатся в мою руку, они нигде мне не надавливают, мне не нужно много прикладывать усилий для того, чтобы сделать срез, поэтому у меня рука не устает, когда я работаю. Ну вот, новый инструмент я вам показала, а теперь смело могу приступать к работе. Сегодня буду делать коррекцию на этих ручках, и если вы постоянно следите за моим каналом, то знаете, что это руки моей мамы. За период носки эти ногти много чего видели, много работы переделали, поэтому на некоторых ногтях есть отслойки. Моя задача сейчас полностью убрать старый материал, а потом буду делать новый красивый выкладной френч. Как всегда, твердый материал я снимаю твердосплавной фрезой с черным маркером. Снятие делаю на максимальных оборотах моего аппарата, в данном случае это 35 тысяч оборотов, и моя фреза вращается по часовой стрелке. Пушером отодвигаю кутикулу для того, чтобы раскрыть складку. Это поможет мне в дальнейшей работе с фрезой. Теперь фрезой пламя с острым носиком я вычищаю птериги. Изначально я работаю на форварде, то есть моя фреза движется по часовой стрелке. Я очищаю одну сторону ногтевой пластины, затем, когда закончила работать с этой частью ногтевой пластины, я приступаю к обработке другой стороны. Но для этого я переключаю свой аппарат на реверс. Моя фреза начинает вращаться в противоположном направлении. Скорость вращения фрезы примерно 20 тысяч оборотов, а абразивность фрезы идет мелкая, то есть моя фреза с красным маркером. После того, как я очистила всю ногтевую пластину от птериги, я беру пилку и сужаю свободный край. Затем этой же пилкой я прохожусь по поверхности ногтевой пластины. Этим я убираю отслойки, которые у меня остались, а также приподнимаю чешуйки натурального ногтя для лучшей сцепки с твердым материалом. Очистив ногтевую пластину от пыли, я приступаю к нанесению вспомогательных жидкостей. Изначально это дегидратор, а когда он полностью испарился, я наношу бескислотный праймер.
Когда базовое покрытие подсохло в лампе, я втирающими движениями наношу базовое покрытие. Использую базу для гель-лака. Теперь пришло время выкладки камуфлирующего материала для ложи. Я всегда стараюсь выгладить свое ложе, чтобы оно было максимально идеально, а также стараюсь выгладить линию улыбки, чтобы мне потом было меньше пилить. Но сегодня я попробую другой способ. Купила себе специальный катер. Не знаю, понравится ли мне результат. Конечно, у меня есть сомнения на этот счет, но хотелось поэкспериментировать и показать вам, как я это делаю. Когда я выгладила ложе, я беру свой катер и аккуратно отрезаю линию улыбки. Вот такой результат у меня получился. Я отправляю руку в лампу до полной полимеризации материала, затем достаю руку, снимаю липкий слой и пилкой подпиливаю линию улыбки, чтобы она была четче. Смахнув щеткой пыль, я приступаю к выкладке свободного края. Сегодня свободный край у меня будет бирюзово-зеленым, поэтому я сейчас выкладываю белый фаст-гель, затем к нему домешиваю бирюзовый фаст. Сразу же стараюсь смешать белый и бирюзовый, так чтобы между собой они перемешались, и к нему, пока материал сырой, я добавляю еще темно-зеленый цвет. Шпателем сразу же все перемешиваю, чтобы цвета были более красивые, а потом кистью, смоченной в спирте, аккуратно распределяю весь материал по всему свободному краю. После того, как рука побыла в лампе 2 минуты, я ее достаю, вытираю липкий слой, затем беру тонкую керамическую фрезу, включаю максимальное количество оборотов моего аппарата. Фреза движется по часовой стрелке, и я приступаю к выпиливанию натурального ногтя из-под смоделированного. Также я убираю остатки старого декоративного френча, ведь он был у нас темным, и если его оставить, будет не совсем красивый вид снизу. Ну а теперь осталось сделать поверхностную опилку. Твердосплавной фрезой с черным маркером на максимальных оборотах я делаю поверхностную опилку. Фреза вращается по часовой стрелке, аккуратными движениями я убираю лишний материал. Пилкой 180 грит я подпиливаю свободный край, а также прохожусь по поверхности. Обязательно сглаживаю переход от твердого материала к натуральному ногтю. Это поможет избежать отслоек.
it's going down now. Been at it for a while, and I have had enough of this. I doubt that we can solve it. Been trying for so long, and I just can't ignore that it won't. После того, как я закончила пил, я пушером еще раз приподнимаю кутикулу, затем беру свои кусачки для кожи и срезаю кутикулу. Be the same again. You know, I got all that I need. No need to apologize. No, we won't waste any more time. Yeah, I am all that I need. No need to apologize. No, we won't waste any more. Шариком зашлифовываю срез. Still stuck on my mind. You won't go away. It's like you are a part of me. The mansion in my dreams. Now you won't be. Перекрываю ногти топом без липкости с двух сторон. Люблю эту магию, сразу становится видно весь красивенный френч. А чтобы немного украсить наш френч, я добавляю стразы, выкладываю их по линии улыбки, креплю их на базу для гель-лака, а затем, когда они немного подсохнут, обвожу каждый камушек еще топом без липкости. Вот такой выкладной френч с помощью каттера у нас сегодня получился. В общем, результат неплохой, но я люблю, когда ложе немного удлиненное. Но кто любит короткие формы, я думаю, что каттер отлично подойдет для вашей работы. Так что пишите в комментариях, понравился ли вам такой результат, пробовали ли вы делать выкладной френч с помощью каттера. Очень жду ваших комментариев, а с вами была я, Миронова Виктория. Just fine. No room for second chances. Hey, I got all that I need. No need to apologize. We won't waste any more time. Yeah.